Представьте себе человека, который выглядит так, будто он только что пробежал марафон в 42 километра. Скрюченная спина, сальные волосы, клочковатая бородка, изможденное лицо. Случайный зритель может испугаться или испытать недоумение. Это точно один из самых востребованных пианистов планеты. Критики часто сравнивают его с персонажем Достоевского, терзаемым гением, отрешенным от реальности. Но за этим пугающим образом скрывается атлетическая выносливость. Во время игры его пульс подскакивает до значений профессионального марафонца, он буквально уплывает от пота через 15 минут концерта. Сегодня мы поговорим о Данииле Трифонове, о том, как мальчик, влюбленный в MIDI-клавиатуру, стал абсолютным победителем, миллионером из списка Forbes, и при этом остался человеком, который жжет свечу с двух сторон. Все началось далеко не с благородного звучания старинного рояля. Первой любовью Даниила был обычный гаджет – простенькая MIDI-клавиатура, которую принес домой его отец. Маленького Даню заворожила возможность нажать кнопку и услышать десятки разных тембров. Этот детский опыт, возможно, объясняет и его нынешний стиль. Трифонов не просто играет на рояле, он ищет в нем звуки оркестра, синтезатора или даже человеческого голоса. Песенку все бегут, летят, скачут. По словам Кармса. Свой первый оркестровый дебют в 8 лет он запомнил навсегда. Прямо во время исполнения у него выпал молочный зуб. Любой другой ребенок мог бы расплакаться или остановиться, но Трифонов не шелохнулся, он не остановился и доиграл до конца. Музыка для него уже тогда была важнее физического дискомфорта. С 2000 по 2009 годы он учился в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных в классе Татьяны Зеликман, воспитавшей множество молодых талантов, в числе которых Константин Лившиц, Александр Кобрин и Алексей Володин. С 2006 по 2009 он также занимался композицией в классе Владимира Довганя и в настоящее время продолжает сочинять фортепианную, камерную и оркестровую музыку. В 13 лет судьба опять подставила ему подножку. Даниил сломал руку. Для обычного подростка это каникулы, но для Трифонова 3 недели без фортепиано стали первой серьезной депрессией. И тогда он начал оттачивать уникальный метод – ментальные занятия. Он учил сложнейшие партитуры в уме, вообще не прикасаясь к клавишам. Например, в самолетах или во время тех самых 90-минутных поездок на метро в музыкальную школу в юности. Он считает, что если ты сначала не услышал цвет и нюанс в воображении, руки тебе не помогут. Об этом способе занятий я уже много раз рассказывала в постах в сообществе на YouTube и отдельно в видео. В 2008 году музыкант стал лауреатом 4-го международного конкурса имени Скрябина в Москве и 3-го международного конкурса пианистов Республики Сан-Марино. Там он получил 1-ю премию и специальный приз. Через год, в 2009 последовал переезд в Кливлендский институт музыки к Сергею Бабаяну. И это не просто педагог и ученик, это уже семейная сага. Бабаян стал ему 2-м отцом. До сих пор Даниил принимает критику только от него. Его учитель Сергей Бабаян как-то даже публично выражал обеспокоенность тем, что Даниил жжет свечу с 2 концов. Он играет с такой самоотдачей, что это граничит с физическим саморазрушением. Пот и изможденный вид – прямой результат того,
что он отдает залу всю свою жизненную энергию. Но есть, конечно, и такие поклонники теории заговора, которые его обвиняют в том, что, мол, Трифонов часто симулирует свое плохое самочувствие или меланхолию ради создания образа. Хотя те, кто видел его за кулисами после концерта, говорят, что он действительно выглядит как человек, который пробежал дистанцию. Его внешний вид на сцене очень часто пугает или вызывает недоумение у случайного зрителя, но для его фанатов это уже часть его магии. Критики часто пишут, что Трифонов выглядит как персонаж Достоевского, но это не небрежность, а сознательный или, возможно, подсознательный отказ от гламура. Возможно, как раз таким образом он и транслирует образ терзаемого гения. Он, как я уже упоминала, даже как-то сам признавался, что во время игры его пульс подскакивает до значения профессионального атлета во время марафона. Он же работает всем телом. Организаторы концертов рассказывают, что Даниил может спать в самых неожиданных местах, в гримерках, на полу в аэропорту или прямо в репетитории. Видимо, его мозг работает на таких оборотах, что он буквально выключается, как только появляется свободная минутка, чтобы как раз восстановить этот ресурс перед выходом на сцену. Сезон 2010-2011 годов вошел в историю классической музыки. Так, за один год Трифонов взял призовые места на 3 главных конкурсах мира имени Шопена, Рубинштейна и Чайковского. В 2013 он подписал эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon. Уже первый диск на этом лейбле, запись его выступления в Карнеги-холл, был номинирован на премию Грэмми 2014 года. За этот же диск Трифонов был удостоен премии «Открытие года» от Немецкой академии звукозаписи. В 2017-м Даниилу Трифонову была вручена одна из самых значимых премий в области музыкального исполнительства – музыкальный приз Герберта фон Караяна. Его записи листа принесли ему премию Грэмми в 2017 году. И за всем за этим стоит тяжелая физическая работа. Из-за привычки играть, буквально уткнувшись носом в клавиши, это создает дополнительное напряжение в шее и спине, из-за чего он всегда выглядит скрюченным, но, видимо, именно так он и добивается своего уникального магического звучания. Чтобы справляться с профессиональными болями, Даниил ежедневно занимается йогой и плаванием. Это его способ не дать его телу просто разрушиться. Несмотря на вид бедного студента, Даниил один из самых богатых классических музыкантов. Его доход позволяет ему покупать редчайшие инструменты и недвижимость в Нью-Йорке, что вызывает тихую зависть у коллег, которые годами не могут выбраться из долгов. По данным 2019 года его годовой доход около 3 300 000 долларов. Для академического музыканта это астрономическая цифра, сопоставимая с доходами поп-звезд. Сейчас он живет в окрестностях Нью-Йорка с женой, доминиканской пианисткой Джудит Рамирес. Она также имеет образование в сфере музыкального менеджмента и помогает Даниилу с делами. Супруги воспитывают сына Майлза, вероятно названного в честь джазовой легенды Майлза Дэвиса. Однако в последние годы жизнь Даниила наполнилась политическим напряжением. В первые же дни военного вторжения России в 2022 году он опубликовал пост в соцсетях, назвав войну трагедией. Но из-за его недостаточной жесткости в 2022-2024 годах его концерты в Монреале и Канзас-Сити пытались бойкотировать. Чудом же выступления все равно состоялись. В 2022 году, перед началом основной программы, оркестр под управлением дирижера Сянь Джань исполнил государственный гимн Украины.
Даниил Трифонов в этот момент находился на сцене вместе с оркестром, что для приглашенного солиста является сильным и нетипичным жестом. Обычно солисты выходят позже, непосредственно перед своим номером. Это стало его самым громким политическим жестом. Это произошло буквально спустя всего неделю после начала масштабных боевых действий. В те дни многие западные оркестры включали гимн в программу, но участие в этом именно российского пианиста такого уровня сделало событие знаковым и широко обсуждаемым в музыкальной среде. За антивоенную позицию он стал мишенью для россиян или российских ботов. Там в этом болоте вообще не поймешь. Действуют они одинаково, пытаются очернить репутацию всеми средствами. Короче говоря, уже я и не пытаюсь, честно говоря, найти логику и последовательность от ваты. Это, знаете ли, как искать воду в пустыне. Их правительство все нероссийские соцсети называет запрещенными и не рекомендует им здесь находиться. Скоро им и штрафы, наверное, начнет выписывать. Но им, видимо, плевать на их же правительство. Они его законно ни во что не ставят. Продолжают пользоваться вражескими обходами блокировок. Но, тем не менее, плюются на россиянина Трифонова. Потому что он обозначил свою антивоенную позицию. Видимо, и под этим видео ватников раскорежит. Они перегреются и лопнут, расплескавшись на всю ветку комментариев. Ну, чего от них еще ждать? Буквально на днях, в марте 2026 года, Трифонов все-таки был вынужден отменить долгожданный концерт в лондонском Вигмор-холле. Несмотря на все усилия, британское посольство не выдало ему визу. Это расценили как очередной акт тихой отмены даже бывших российских звезд. Терзаемый гений, реинкарнация Скрябина, который жжет свечу с двух концов и готов к физическому саморазрушению ради магического звука. Гениальный маркетолог своего образа, миллиардер из списка Forbes, чья меланхолия и вид бедного студента всего лишь тщательно продуманный отказ от гламура. Все это просто магия, которую невозможно объяснить словами. А что видите в нем вы? Искреннюю жертвенность гения или все-таки грамотно выстроенный образ? Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео о творцах, которые меняют мир музыки.